Акопчик, иди зайди в эту комнату. Настал этот момент. И скажешь. Я думаю, 30 плюс. Танюша, у тебя какой вариант? Я думаю, 25. Приехали. Наши любимчики меня провожают. Я упаковал багаж. Танюшка уже там встречается с родными. И как-то хорошо, спокойнее, и как-то чего-то не хватает. Посылочка еще одна пришла. Спасибо еще раз нашему подписчику за такой подарок. А что там внутри, сейчас мы все с вами посмотрим. Что я в каком-то смысле застрял в Украине. Все, дорогие друзья, мы уже в Германии. Ребята, приветик! Вы на канале Сириконян Family. И сегодня мы вам хотим сообщить, что видео это будет не очень легкое, может быть для кого-то не совсем понятное и немного странное. Но оно будет такое, Какое есть. Какое есть. А что у нас есть? У нас есть следующее. Танюша уезжает в Германию. Я остаюсь в Украине. Почему? Давай. Рассказывай. Так нам подсказали, чтобы более легче получить там какие-то документы, чтобы мы могли там остаться. Мы вам уже об этом рассказывали, что мы хотим. Мы попробовали в Ереване, мы попробовали в Украине. Нигде у нас ничего особо не получилось, поэтому мы будем пробовать остановиться в Европе на постоянку. И мы выбрали такую страну, которая дает сейчас максимально хорошие условия, так как нам подсказали очень многие знакомые, друзья, и вы, подписчики, подсказывали, что и там еще есть очень хорошая возможность, там можно учить язык, то есть страна оплачивает обучение языку, и, естественно, если мы там хотим остаться, то язык нам, безусловно, нужен. Так ты все рассказываешь? Все рассказываю. Но я хотела сказать, что это вот такое предисловие, есть такое слово? Хорошо, предыстория такая. Дальше мы будем все по возможности вам показывать, как я буду ехать, что будет происходить, что будет делать тут ак. Короче, она будет оттуда снимать, я буду тут снимать. И я это все соединю и показываю, и буду показывать вам, что у нас происходит. Так что, друзья, хочется от вас, конечно, понимания, поддержки. Поддержки хочется очень. Да, поддержки хочется. Вы понимаете, я знаю, вы все хорошо очень понимаете нашу ситуацию. Мы хотим сделать лучшие кадры для вас. Мы хотим сделать кайфовый контент. Мы хотим, чтобы вы, смотря на нас, на наш канал, наслаждались этим всем. Все, друзья, оставайтесь с нами, присаживайтесь поудобнее, будет интересная... Да, короче, собираем Танюшку в, как это называется слово? Путешествие? Нет, не в путешествие, командировку. Командировку собираем Танюшку, да. Ну что ж, пришло время сборов. Чтобы вы понимали, примерно вот этот шкаф, тут все наши вещи с окопчиком. Где-то половина моих. Это все надо каким-то образом постараться упаковать. На какой период мы едем, вообще непонятно, поэтому надо взять типа и зимние, и, наверное, весенние. У нас очередная пытка-загадка, можно так сказать. Не могу сказать, что я как-то типа радуюсь, что еду. И не могу сказать, что печалюсь, какие-то смешанные чувства. Непонятно. Но раз мы так решили, значит все равно эту дорогу тоже нужно пройти. Сейчас покажу, уже чуть-чуть я начинала сборы. Но это только маленькая часть. Смотрите, вот так я себе люблю отдельно все на какое-то, определенное место повыкладывать, а потом окопчик приходит и все пакует в чемодан, потому что так идеально, как он может упаковать, я туда не лезу. Его конек сделать прям все, чтобы туда можно поместить непоместимое просто. Вот он такой у меня педантичный, все будет аккуратненько, красивенько, все он застегнет, я приеду, и все будет идеально у меня сложено, и чуть ли не поглажено я оттуда достану. Ну и максимально можно запаковать. Это тоже, конечно, огромный плюс. Ребята, что вы думаете? 11:45. Мои сборы вообще практически не сдвинулись, потому что у меня был английский. Я забыла, что сегодня пятница, у меня онлайн английский урок. Ну, в общем, к чему я веду? Скоро придет окопчик домой, а я себе
Еще даже не то, что не начинала, это называется. Потому что вообще-то мне всегда все надо сделать до его прихода. Когда приходит Ак домой, считаю, что я вообще не могу ничего делать, потому что я как-то с ним занята вечно. Только что с сестрой разговаривала, я говорю, когда у меня Коп дома, у меня работа не идет. Он: Танюшка, иди сюда, Танюшка то, Танюшка, посмотри то, что-то там поговорили, рассказали, пока поели, пока там накрыла на стол, пока убрала, и уже как-то и время пролетело. Ладно, все, еще с вами села потрещать, понимаете? Так я хочу собираться, называется. Видели, какой у нас портрет красивый? Родители нам сделали такой подарок. Ребята, что я вам могу сказать? Я, конечно, молодец, вещи я собрала. И просто вам хочу показать, посмотрите, какая куча. Я не понимаю, как ее Копчик упакует в один чемодан. Это мне пока не особо понятно. И тут еще без кроссовок, ну в ботинках я поеду, без обуви и без курток. Прикиньте. Я думаю, он придет и просто упадет в обморок, потому что мы ехали из Еревана, как-то этих вещей было меньше. Понятно, что тут я типа докупала что-то, но это жесть. Напишите, пожалуйста, как проходят какие-то ваши сборы, когда у вас, ну я не знаю, переезды, наверное, не у всех так, как у нас. Вот мы начали снимать этот контент, когда мы посчитали, что это будет интересно. Пока мы ищем свой дом, пока мы, ну типа, не понимаем, где мы, что мы, пока мы ходим, какие-то документы делаем. И вот поэтому у нас эти переезды на переездах, я думаю, что у нормальных, стабильных людей такой жизни, конечно же, нет. Супер веселой, в кавычках. Ну, вот если вы в какое-то там путешествие длительное едете, напишите, что, как у вас проходят эти сборы. Это тоже такая катастрофа или это только я какая-то печалька? Ладно, ждем Акопа. Постараюсь снять его реакцию для вас. Еще одна из задач сегодняшних моих была напечь пиццы домашние, не покупной. Покупную мы тоже можем купить, заказать, привезут, это все понятно. Но я Акопчику обещала, что я наделаю домашние пиццы. И завтра воскресенье, и он покушает себе в кайф, и дети у нас будут кушать. В общем, я с собой возьму. Но тут, короче, показываю, хозяйка как справилась. Я решила делать на 3 противня, потому что нам действительно надо много. У нас семейство огромное, и все вот такое все домашненькое будут есть из духовочки. Вы это понимаете. Ну, короче, я решила сделать на 3 противня. Смотрите, показываю сначала эти. Тут 2 пекутся, я их вижу, типа такая, все контролирую, они еще не испечены. А сверху я поставила еще одну, но она была с высокими бортиками, поняли? И мне было не видно, что с ней. Я думаю, ну ладно, проверю, как это самая верхняя. Духовку включила наверх и низ, чтобы типа с 2 сторон запекала, и одна сгорела. Ну что ты будешь делать, а? Вот это называется хозяйка года, это я себя так называю. Короче, не бывает все идеально, но что делать? Одна будет для собачек. Может, они тоже будут есть, а может и не будут, не знаю. Хотела все быстро и все вместе. И когда ты вот так вот, у тебя куча дел, куча задач, ты хочешь типа все успеть. Такие казусы происходят. Ничего, ладно. Пишите, хозяйки, у вас такое бывает? Сейчас Акоп тоже приедет, будет смеяться еще из этого. Акопчик, иди зайди в эту комнату. Очень. Сейчас будет мне. Сейчас мне будет. Давай. Бегу. О, сколько вещей ты собрала! Зай. Не, я не знаю, я просто... Ну тебе это паковать, ты считаешь, понимал. Это нормально или Смотрите, будем делить? Что происходит? Всегда чемоданы я паковал, потому что, ну так получается, у меня это лучше. И сейчас я вот не могу сказать, это много или мало. Завтра утром, когда достанем чемодан, и я буду уже складывать в чемодан, тогда я скажу тебе, много или мало. И после того, соответственно, когда я взвешу все это. Так, вроде... Ты ожидал больше? Львиная часть все-таки остается мне. Это такая игрушка. Ты правильно думаешь, если честно. Половину я еще не взяла. По поводу пиццы. Видеоотчет, как я люблю. Значит, первый блин был комом, вы это все видели, сгорела, поджарилась, ничего. Остальные есть и более нормальные. Уже тут у меня эта пицца, конечно, по всей кухне, но не суть, не суть. Зато она вкусная, я уже ее ела, естественно. Так что миссия выполнена, галочку можно поставить. Че, малышня, с Танюшкой, да, сегодня вечер проводим?
И с окопом, конечно же. Куда же без окопа, да, моя красотка? Покажи Да. просто, как она липнет на тебя. Это просто липнет. Это моя Марийка, и все. А ты как на меня говоришь? Кого ты ждал? Танюшка! Я Танюшка или я кто? Пусть будет А Танюшка. как он говорил? Танька. Танька? Танька? Я Танька или Танюшка? Кто я? Да. Чё это я Как Танька? дедушка, Танка. А, дедушка, точно, армянский наш дедушка, Копчика. Говорит, что это Танка, да? Ну что, настал этот момент. Нужно собрать Танюшкин чемодан. Все это сюда надо загрузить. Сейчас быстренько начну этим заниматься. И в процессе буду показывать и рассказывать об успехах. Ну что, идемте смотреть, как успехи у моего муженька. Зай, что ты тут? Я думаю, с одним чемоданом не справится. Я вроде сделал так, но это не поместится. Плохо говорю. Еще одна куртка, шарф, очки, косметичка. А тут уже вообще... И еще вот эту я сумочку хочу свою любимую. И еще я хочу этот Ленкин подарок, эту бутылочку. Ну, короче, что, Зай, что скажешь? Оставляй. Я когда буду ехать, возьму. Ну, мне все надо, понимаешь? Я понимаю, но все сразу не получится. Сейчас вот решить, что ты оставишь. Окей. Давай. Так, в общем, в итоге мы вот это все достали, решили, что ей не нужно. Я сам с собой принесу. И вот сейчас попытаюсь в таком состоянии чемодан закрыть. А это все Танюшка зафиксирует. Так, ну что, ты скажешь? Я скажу, что у нас каждый раз одно и то же. Ну, сейчас это серьезно. Блин, она вообще там, эта куртка очень не подходит. Очень нужна, да? Она мне очень нужна, но я боюсь, что он разорвется. Смотри, если откроешь... Ты понимаешь, что где-то на границе могут заставить открыть? Все, я его не сложу без тебя. Никто не заставит тебя открыть чемодан. Нигде. Ну что, интересно, какой тут вес будет? Взвесим, да? Конечно. Ради прикола. Мы же всегда взвешиваем, да. А тут же можно его чуть раскрыть. Что я не делаю? Забыл? Там же у меня 5 курток поместится. Это ты обман мне тут устроил, значит. О, все, так другое дело. Да, так все зайдет, да? Так ты закроешь хоть если. Да. Ребята, видите, какой молодец. Я бы такой этот чемодан не упаковала бы. Ну, он вообще хоть подъемный. Ты как вообще попробовал? Сколько ты думаешь? 30 где-то. Сейчас 2 секунды и скажу. Тут повсюду у Андрея пластилин. Андрюхин пластилин, да? На память беру с собой. Ладно, сейчас взвесишь. Давай, взвесим, узнаем. Обычно, друзья, у нас вот эта штучка, чтобы взвешивать всегда с собой, так как мы всегда летали на самолетах. И это было очень важно, потому что когда ты приходишь на контроль, и там плюс каких-то 2-3-4 килограмма, и за это надо заплатить 50-70 евро. Это бывает дороже, чем билет, чтобы вы понимали, а то и 100. Короче, мы купили эту штучку, и мы с ней возимся и взвешиваем. Но так как в этот раз я еду автобусом, это не столь важно. Но... Так, ради прикола, ради интереса мы взвесим. Гадаем. Я думаю, 30 плюс. Танюша, у тебя какой вариант? Я думаю, 25. Так как мне хотелось бы, например. 25 точно нет, но думаю 30-35. Да нет, 29. 29, Ора, молодец. Ну, 30, ты был близок. Все, собрано. Ура. Ну, моя маленькая принцесска готова. Вещи упаковали. Выходим из дома. Все. Как это видео назовем? Командировку? Ну, это видео назовем, я буду плакать за своим мужем. Не плачь. Ну, ладно, я тебе обещала, не буду плакать. Пойду домой. Вообще уже. Да, мы немножко, да, мы не то, что переживаем, немножко. у нас стрессовое Переживаем, состояние, да. потому что мы такое никогда не делали, и для нас это... Мы вообще не расставались, я не знаю, уже сколько лет, и тем более, если это где-то будет месяц, ну мы не знаем, сколько это будет. Тут у нас даже непонятно, срок мы расстаемся.
Ладно, все, выходим уже из дома, надо выходить. Друзья, все, мы на вокзале. У нас, как обычно, не бывает без происшествий. За 10 минут до нашего выхода. Хорошо, что мы были собраны пораньше, потому что позвонили водители и сказали, мы будем на час раньше. Мы и так планировали на час раньше. И кому далеко ехать, то тот точно не успеет. Ну ладно, мы на вокзале, у нас все хорошо. Малышка, ждем первого автобуса? Да. Ну, давай, не переживай, все будет хорошо. Да. Я больше переживаю, чтобы ты понимала. Я даже по глазам вижу. Ну да, как так? Приехали наши любимчики меня провожать. Да, Танюша, говорю, кому что, Машке. Кому что ж, а Машке, чтобы был копчик, да? Ты приехал меня провожать? Иди сюда, иди. Ты хочешь обнимать меня, целовать? Давай. Давай, моя радость, будет, да, и Машуля, да. Ура! Мои пусики, мусики, Пусики. Ну, Масюшка. Так, теперь говори, Танюшка, Андрей, тоже скажи. Добрый путь. Добрый путь. Молодец. Добрый путь, Таня. Вот и твой автобус. Нет, это не твой. А мы ездили всегда по этим фликс-басам. Да, но мы тоже хотели опять же на этот фликс-бас, но он был с одной пересадкой. Мы, конечно же, не захотели брать такой билет. Да, почему не фликс-бас? Повторяюсь, потому что едет Танюшка сама, ей пересадка будет очень тяжело даваться, поэтому без пересадок нужна была. Да, лучше такой, чтобы надежно, как Автобус сели. нужен без пересадок. Все, она села, поехала, доехала, вышла. Машулик, скажи мне, ты будешь скучать? Ты моя Машуля. А ты будешь скучать? Да. Да? За кем? Скажи, за кем? Я буду скучать, бо ты моя рецепт. Да. И ты моя. И твоя, да? А Ванюха будет скучать? Да, буду. Ты моя прелесть, обожаю Я тебя. буду скучать. А Копчик будет скучать? Ой, мой Давайте, голос. друзья, лайк за скуку. А Копчик расстроен еще больше, чем я. Твой автобус уже подъезжает. Где-то вон там, где я уже видел, Танюшкин автобус подъезжает. Этот фликс-бас отъезжает и Танюшка уезжает. Иди ко мне. Моя красавица. Да, моя принцесска. Что, друзья, я упаковал багаж. Танюшка уже там прощается с родными. И что? Добрый путь. Машка? А коп остается. Я грибочек. Я грибочек. Ну что, малышка, идешь? Иду. Давай. Я боюсь этого автобуса. А сказать, что я люблю тебя, не надо? Я тебя люблю. Но ты никогда это на камеру не говоришь. Я знаю, Я что люблю мою Танюшку, ты знаешь. очень люблю. Очень сильно. А на камеру я тебя люблю. Вон Танюшка залезла, а я сейчас пойду с другой стороны. Еще посмотрю на мою принцесску. И добрый путь. Вот она. Покажись. Чик-чик. Все, Танюшка уехала в Джермани. Друзья, хотела своих еще показать вот так с автобуса, но только силуэты. Ай, мои хорошие, такие любимушки. Не знаю, ничего не видно, короче. На улице погода, сами видите, какая, поэтому, конечно же, окна грязные. Чуть-чуть тоскливо, конечно. Но я держусь, все хорошо. Если честно, не то, что я там переживаю или чего-то боюсь. Просто реально я... Но самое тяжелое это разлука с Аком, потому что, честно, я не знаю, мы лет 5, наверное, уже вообще не разъезжались и так надолго. Ну, там на недельку, короче, то есть я даже не представляю вообще, как это. Я проснусь без него. Ну ничего, все хорошо. Что мое солнце там говорит еще? Все, ладно, ребятки, надо держаться. Добрый путь.
добрую дорогу, все будет хорошо. Держите кулачки. Всем спасибо. Так, друзья, все, мы уже дома. Тут как-то тише стало, спокойнее. Я сижу, сейчас готовлю для вас видео. Вон, работаю. Обычно я, когда начинаю делать эту работу, Танюшка ходит и мешает мне, так сказать. Но сейчас никому не мешать. И как-то хорошо, спокойнее, и как-то чего-то не хватает. Ладно, друзья, видео такое получилось. Грустное, но что поделать. Какое есть, такое есть. У нас не наигранно, у нас в влогах мы показываем нашу жизнь. Мы не играем какую-то игру, мы показываем реальную нашу жизнь. Такая, какая сейчас идет, какие испытания мы проходим, какие трудности у нас появляются и через что мы должны пройти, чтобы достичь своих задач, своих целей, которые мы перед собой поставили. Танюшка только что мне написала, что посылочка еще одна пришла. Я иду еще брать сейчас, новую посылочку. Я надеюсь, это та посылочка, которую мы заказали как подарок на Новый год от нашего подписчика. Доехал я до пункта выдачи. Сейчас иду на этот офис. Это там же в подземном ходе. Помните, у нас в прошлое видео было там, где Танюшка должна была прийти 4 цифры для подтверждения посылки. Вот сейчас туда и иду. И это тоже очень классная вещь. Прям вещь, техника. Короче, я взял нашу посылочку. Вот она. А что там внутри, я, конечно же, не скажу. Распаковка будет. Вы посмотрите, что там внутри. Это очень нужная вещь для нас. И спасибо нашему подписчику еще разочек за такой супер подарок на Новый год. Всем спасибо. Друзья, так радуюсь за эту штучку. Не представляете, что вот со мной происходит. Но в то же самое время грустно без Танюшки. Ну, не хватает мою Танюшку мне. Я не знаю, что сейчас делать. Вроде хочу там куда-то пойти, посидеть, открыть, похвастаться, порадоваться за это. Но очень важной детальки не хватает. Тут моей Танюшки мне не хватает. Тут не знаю, что делать. Что поделаешь. Давайте преодолеем эти тяжелые моменты, и все у нас будет хорошо. Да, друзья, давайте. Я думаю, вы хотите поддержать нас. Поддержите, пожалуйста, в комментариях. Напишите что-то приятное. Спасибо большое за понимание и за поддержку. Чуть-чуть погулял, развеялся и все. Я думаю, куда-то зайду, в какое-то заведение, там сделаю распаковку. Но думаю, нет, лучше поехать домой, дома сделать распаковку. Так как это все-таки не маленькая штучка и требует гораздо больше места. А я самостоятельно и снимать, и распаковывать не смогу. Мне нужен помощник. А тут помощник у нас дома есть, штатив. Так, друзья, ну что, распаковка, мы дома. То, что мы очень ждали, получили. Спасибо еще раз нашему подписчику за такой подарок. А что там внутри, сейчас мы все с вами посмотрим. Так, мне нужно было, конечно же, взять нож, но я-то чуть-чуть нетерпеливый. Я хотел пойти в какое-то заведение и там сделать распаковку, но мне проще было доехать до дома. Это мега крутой штатив. Штатив очень крутой. Сейчас покажем, что за штатив, что за штатив. Вау, уже чувствовать, да, уровень? Тут пустота. Неожиданно такой красоты. Вау, друзьяки. Дорогие мои друзьяки, это что за вообще качество? Это что за качественный товар? Это как Акопчик такой мог не выбрать? Ну, молодец, Акопчик, то, что он все-таки сделал правильный выбор. Короче, друзья, нам очень нужен был штатив. Мы все-таки хотели, смотрели повсюду и никак не могли выбрать. И повторяюсь еще раз, потому что нельзя не повторять. Наш подписчик захотел нам сделать подарок. Он отправил нам денежные средства. Ой, я просто такой счастливый, такой доволен. И этими деньгами мы распределили следующим образом. Понимаете, это вот от пола такая высота. И он металлический, извините, на секундочку, качественный. Очень крутой. Вообще, я доволен, прям доволен. Это то слово. Нашему подписчику Сэму огромная благодарность идет. Который раз уже не знаю.
но он заслуживает, потому что такой подарок нам сделал, такой необходимый, нужный, мега круто. Сейчас просто я сразу поставлю вот так, бац, бац, да, реально, вот это уровень уже, понимаете? Я этот штатив приобрел с той целью, чтобы сюда еще поставить видеокамеру и спокойно пользоваться. Но так как нету сейчас у нас видеокамеры, мы снимаем просто с обычного телефона. У нас еще в добавок идет такая штука, которая позволит нам воспользоваться телефоном, и никаких проблем не будет. Чехол, 2 ключика, и все. Это можно еще и вот так сделать. Это просто шедевр. Шедевр. Так, друзья, в общем, высота нашей штуки, вот как понимаете, очень высокая. И с нами, смотрите, кто там. Привет, Танюшка. Танюшка с нами всегда. Радуется нашему приобретению. Все... Очень рада, мне так нравится, я просто не могу. Да, это вау, это просто что-то нереальное такое, выше, чем я, как видите, друзья. Короче, очень хотели этот штатив. Еще раз спасибо, Сэм, за этот подарок. От души. Уже скучаем, возвращайся. Что ж, ребятушки, тоска, конечно, чуть еще берет, но чтобы получить что-то лучшее, иногда приходится чем-то жертвовать. И я знаю, что все равно все к лучшему. Что бы ни делалось, делается все к лучшему. Бог нам всегда дает именно такие испытания, которые мы можем пройти. Поэтому вообще ничего страшного не происходит, все хорошо. И еще больше счастья нас ждет впереди. Мы уже выехали из моего города. И не знаю, такое солнышко светит, и мне как-то это тоже придает чуть-чуть какой-то уверенности, что все мы делаем правильно. Значит, нам нужно было пройти вот этот весь путь. Ну что ж, опять за этот год уже у нас 4-й переезд, 4-й раз мы едем в новую жизнь. Будем пробовать так. Что делать? С Богом. Бог поможет всегда и направит на правильную дорогу. Надо все принимать и за все быть благодарными. Поэтому я от души благодарю Бога, что все так. Главное, все живы, здоровы. И мы предполагаем, Бог располагает. Вот так скажу. Все, что с нами происходит, так и должно происходить. Давайте, я вас всех целую. Всем спасибо, кто поддерживает. Кстати, когда мы только приехали в Ереван, было очень много плохих комментариев, вообще разных плохих, не буду вам ничего говорить. Очень хорошо, что YouTube блокирует, и я только рада за это, потому что я хоть рада, что наши зрители не могут это все прочитать. Это видим только мы, у нас есть такие вот типа неопубликованные комментарии, и их видим только мы. Там такое люди пишут, и маты, и все, что хочешь, и кем я там уже только не была. Ну, я говорю, я хоть благодарна, что это видим только мы, не видят зрители, пусть себе пишут. Таких людей вообще нельзя судить, никого нельзя судить. Пишите свои мнения, любые. Вы знаете, что мы нормально относимся к критике, если она адекватная, если она какая-то здоровая, мы все понимаем. Если есть какие-то советы, если у вас есть какие-то свои мнения, тоже пишите, делитесь, вы знаете. И на самом деле очень много таких дельных советов мы получаем от наших зрителей, к которым мы прислушиваемся. Даже хоть вот по поводу этого нашего уезда нам писали еще, я не знаю, когда мы приехали, с марта месяца нам писали, но мы на это отвечали, что нет, мы не готовы, мы там остаемся в Ереване. Там некоторые люди там смеялись, кто уехавший, потому что, ну, на самом деле армян очень много выехало из Армении. И, ну, как у кого получается, у кого какая судьба. Не только армян, полмира живут не в своих странах, и все у них хорошо. Слушайте, дом — это там, где тебе тепло, там, где твоя семья. Родина, она всегда есть родина, конечно же. Ну, это всегда будет родное место. А дом у нас уже в другой стороне, мы прожили 10 лет, у нас уже тоже был там дом, я вам честно признаюсь. Нам оттуда было очень тяжело и печально уезжать, потому что там был действительно наш дом. Хоть Украина мой первый дом, то был второй дом. Но так сложились обстоятельства, что мы не захотели там больше жить и уехали. Теперь мы ищем наш третий
Наш же, я думаю, постоянный настоящий дом. Кто понимает правильно, поддерживайте. Кто не понимает, тоже говорите свое мнение. Ничего в этом плохого не вижу. Мы все примем. Мы сильные, поверьте. Кстати, по автобусу еще вам не рассказала. Вот такая вот загруженность. Я сижу в середине, возле двери. Это у меня хорошее место, я считаю. Хотя я его не заказывала, тут типа свободная рассадка. Но, короче, я считаю, что мне повезло. Во-первых, я одна, рядом никого нет. Можно поставить мой маленький рюкзачочек себе сбоку. Так что все хорошо у меня. Кто переживает, не переживайте. У меня все нормально. Держусь. Дорогушки мои, у нас первая обстановочка. Это город Хмельницкий. Я в этом городе бывала много раз. Но на автовокзале, кстати, ни разу не была. Я смотрю по карте, мы уже в городе Тернополе. Едем быстро, комфортно, нормально. Мне, по сути, все нравится. Еще я вам забыла сказать, что вот зарядки можно прям у каждого сиденья. Получается, есть на 2 выхода вот такие штучки, что можно заряжаться, и это очень комфортно. Что еще? Не знаю, тут будет остановочка или нет. Я бы уже вышла, потому что спина уже не хочет сидеть, хочет походить чуть-чуть. Доброе утро, друзья. Ну как у меня ночка прошла без Танюшки, я скажу так, непривычно, но выжил, все нормально. В воскресенье иду на тренировочку, так как на субботу вчера я не успел, сегодня решил не пропустить. Короче, воскресный тренировочный день. Так, пришел на тренировку, зал сегодня не работает, тут вот написано воскресенье с 12 до 14, а я в 10 часов уже тут. В общем, ребята, советую вам в любом случае, как бы вы не думали, что вы правы, информацией, которой вы владеете, в любом случае перепроверять. Тогда такие косяки, как у меня, не будут. Ну что, я же не буду тут, конечно же, стоять, ждать 2 часа, поеду домой. Ну, хоть получилось у меня утренняя там тренировка. Рано встать и пойти на тренировку. Какой-то сумасшедший день. Думаю, это связано еще с тем, что и Танюшки нету рядом. Она бы сказала, ничего, никакой тренировки не надо, сиди дома, в воскресенье отдыхай. А тут Копчик один, надо ему чем-то заняться, тренировкой. Тренировки нету, все. Короче, ладно, не знаю, что я буду делать сейчас. Утром поехал на тренировку, тренировки нету. Ладно, сейчас придумаю что-нибудь. По пути встретил фитнес-клуб. Кстати, я в этот фитнес-клуб заходил самый первый день, когда искал свой кроссфит-зал. Сейчас мне покажут зал. Если мне подходит, все нормально, то может и тут позанимаюсь. Сейчас просто посмотрим зал. Мне показали зал, все нормально. Я тут чуть-чуть позанимаюсь, так как получилось. Вы уже знаете, почему так. Все, сейчас переоденусь, покажу вам чуть-чуть зала. Я переоделся, я уже в зале. Как видите, зал такой классический фитнес-зал. Ничего необычного тут нету. Что нужно для того, чтобы позаниматься, есть. Тут я буду заниматься сегодня. Кстати, я очень много интересного выставляю в наши социальные сети. Как я занимаюсь, где я хожу и всякое всячину. Так что переходите в наши социальные сети и подпишитесь. Тренировка завершена. Я потренировался, я счастлив, я доволен. Не зря приехал в эту даль. Я тренировался, как вы видите, с 10 часов до 13:30 где-то. Ну ладно, там, если 30 минут туда-сюда, с 10:30 до 11:30, 12:30, где-то 3 часа. Так нормальненько я потренировался. Место называется Планета Фитнес. Все, что нужно для тренировки, есть. Все. Я вот так могу сказать в 2 словах. Человек, который хочет заниматься, не будет цепляться за то, что там чего-то не хватает, что-то не так. Ну, в общем, вы поняли. Итак, что за ситуация, о чем я хотел бы вам рассказать и поделиться с вами своей нашей историей. Как вы уже поняли, Танюшка в Германии, а я в Украине. И для того, чтобы мне попасть в Германию, мне нужна виза. Короче, смотрите, мы нашли одну компанию, которая делает визу под ключ. Что значит под ключ? Мы платим им деньги, они через 15 дней отдают мне мой паспорт с визой.
виза Шенген, соответственно, в европейскую какую-то страну. Но мы почитали отзывы, компания, с которой мы случайно связались, это не какой-то рекомендации не было. Мы случайно эту компанию нашли, не было никаких рекомендаций. Просто ввели в интернете сделать визу Шенген в Украине, и первая компания, которая попалась, мы пошли туда. В итоге, так как эта компания оказалась неправдивой, недостоверной, нехорошей, у нас очень серьезный вопрос. Мне нужна виза в Европу, в европейскую любую страну. Пожалуйста, наши зрители, наши друзья, если вы знаете какую-то версию, какой-то вариант, как можно получить визу в Европу гражданам Армении, то, пожалуйста, буду очень благодарен, если вы напишите в комментариях версию или возьмите мою почту, напишите мне на почту, как это можно будет сделать. В общем, друзья, давайте подумайте, пожалуйста, какие-то варианты подкидывайте, какие-то идеи дайте нам, чтобы решить эту задачу. А то все варианты, которые по сути сейчас есть, мы рассматриваем, мы изучаем, мы детально все до мелочей типа планируем, и в итоге получается так, что у нас ничего не получается. Это ломает, короче. Когда ты все поэтапно уже все там в голове спланировал, так, Танюшка сейчас поедет, и мы свяжемся с этой компанией, они мне сделают визу под ключ, потом оказывается, что эта компания не может сделать никакой визы под ключ, и все, а Танюшка уже все, уехала, а я тут. Ну, короче, и у нас как раз какая-то вот система непонятная. Ну и получается так, что я в каком-то смысле застрял в Украине. Застрял, знаете, вот это и неправильное слово, и правильное слово. Да, я могу взять и поехать в Ереван, в Армению, и оттуда подаваться на визу. Но почему мне сейчас не хочется и невыгодно делать вот этот шаг? Потому что в Армению поехать это время. И подаваться на визу оттуда это опять же время. Я могу все это сделать отсюда. Я уже имею документ, который называется ВНЖ. А этот документ мне дает все привилегии, которые есть у гражданина Украины. Ну, кроме как взять ипотеку или там в кредит что-то. Но этими услугами я и не собирался воспользоваться, в принципе. Мне нужна помощь. Может, кто-то может подсказать, как можно получить визу именно отсюда, с Украины, в Европу, в любую страну. Почему в любую страну? Потому что, имея Шенген-визу одной страны, ты спокойно можешь передвигаться по всей Европе. Вот и вся наша задача. Так что, друзья, пожалуйста, отпишитесь, какие варианты вы знаете и как вы можете нам помочь. Я буду благодарен каждому, кто напишет какую-то версию. Буду читать все ваши комментарии. Заранее спасибо. Друзья, мы уже во Львове. Я так настроилась выйти, а что-то я вижу, только людей запускают, нас особо и не выпускают. И вообще-то Львов очень красивый город, очень просто потрясающий. Я думала, что мы с мужем съездим, но мы не знали, что как будет, и пока что не срослось. Но во Львов надо ездить, когда тепло, потому что реально надо гулять по улицам, ходить. Тут архитектура, тут такие здания, тут такие храмы и старинные, и в общем, тут это потрясающий город, честно вам говорю. Кто был, тот поймет, кто не был, мы для вас съездим обязательно. Нас не выпускают, вот люди уже заходят. Я в куртке сижу, я настроилась. Мне хотя бы постоять надо, я уже не могу сидеть. Короче, нас не выпустили, представьте, я бы так просто... Все, у нас уже Львов, и, скорее всего, у нас уже дальше граница с Польшей, по идее. А вон еще говорят, что на заправке, может быть, выпустят нас немножечко пройтись. Все, ребятки, я дождалась. Остановка есть. Вышла на улицу, хожу. Так хорошо походить после 8 часов или сколько? 6 часов, 8. Короче, много прошло. А в сидячем состоянии тяжеловато. В автобусах вообще не очень легко ездить, но остановочка, хорошо. Вот наш автобус. Это, короче, заправочка какая-то. Я зашла, посмотрела. Там, конечно, такая очередь. Туалет и на все остальное, чтобы что-то купить, что, наверное, я ничего не хочу, у меня все есть. И все же, чтобы вы понимали, какая разница, когда ты ездишь с мужем,
моменты, когда ты одна. Я обычно сажусь в автобус и просто всю дорогу сплю. Вот просто меня ничего не может остановить. Я обычно и хочу по сторонам где-то смотреть. И мы когда по Европе путешествовали, мы же тоже ездили автобусом. И там такая красота, я вроде и смотреть хочу, но меня так на сон клонит, я просто не могу. А здесь, когда одна, не знаю, то ли переживания какие-то, может, нервишки шалят, или просто мне его не хватает, или просто, ну, для спокойствия его не хватает. Просто не могла уснуть. Вот я не знаю, уже говорят, сейчас час до границы, я понимаю, еще час можно поспать. И просто не могу, я уже ему жалуюсь, говорю, Зая, я не знаю, как я буду без тебя спать, что мне делать, я не могу заснуть в автобусе. Первый раз в жизни у меня такое. Ну ничего, пупсики мои, все будет хорошо, правда? Напишите, что да. Друзья мои, я хочу кофе, но тут просто такие очереди, что я даже не знаю, как мне быть. Я нашла какой-то терминал, и я не знаю, что я попробую на нем найти. Может быть, здесь можно, потому что надо сначала оплатить, потом подойти к таким аппаратам и там уже сделать себе. Такая система. Ну, правильно, потому что столько людей. Чтобы вы понимали, Танюшка разобралась. Я нашла вот здесь кофе, кофейни и напитки. Здесь сейчас выбираем американо или что-то может быть. Ну, да, наверное, просто американо. И будет мне счастье. Все, ребятушки, я справилась. У меня есть вот такой вот чек. Танюшка смогла. Копчик переживает, говорит, наверное, там будешь теряться, ничего не сможешь. Ой, подождите, я стаканчик не положила, точно буду теряться. А где же стаканчик взять? Стоп, стоп, стоп. Все, я разобралась, я нашла стаканчик. Начинаем все сначала. Значит, у меня американо. Выбираем, с чем мы будем. Теперь сканируем чек. Поняли, какая система? Все. Начало готовиться. Вот так вот. Танюшка, ты молодец. Вот так вот, окопчик. Понятно? Я тоже могу. Еще, ребята, смотрите, прикольная фишка, что здесь есть еще сиропчики. Если кто-то хочет, то их тоже можно. В общем, друзья, я уже сама научилась делать кофе. Уже там 10 людям сделала, помогла. Потому что все же приходят, понятно, особенно если возрастные женщины, все смотрят на эти автоматы, и никто ничего не понимает. Так что я молодец. Все, мне 5. Все, дорогие, я с кофейком уже в автобусе. Очень хорошо постояли, походили, проветрились. Можно ехать дальше. Уже ночь на улице, как вы поняли. Сейчас одну границу пройдем, потом через какое-то время еще одну. И не успею понять, как уже доеду. У нас уже 5 часов. Мы в Польше. Границу мы прошли как-то не очень весело, потому что было все долго. Конечно, тяжело. Мы устали. Полный автобус женщин. И в таких случаях, конечно, я прям переоценила тот момент, когда ты едешь без мужа и когда ты едешь одна. Это вообще разные вещи. Насколько было кайфово мне с мужем ездить. Я себе ходила с маленькой сумочкой и не понимала, что такое чемоданы. Я прекрасно спала. А тут в Польше надо было, конечно же, всем выйти с паспортами, пойти самим на паспортный контроль. И надо было взять свои чемоданы. Вы видели дома мой чемодан, 30 килограмм. Меня-то в автобус посадили. Я об этом что-то как-то даже и не подумала, что нам надо будет выходить. Точнее, я думала, просто я не думала, что с вещами. И это надо было, в общем, с рюкзаком, там, со всеми пакетиками, все кроме воды. Вот надо было с автобуса вынести. И это, честно вам скажу, было нелегко, потому что мужчин нет, 2 водителя, всем женщинам надо помогать, некоторые с детьми. Возле нас недалеко женщина с ребеночком была, и мы пытались ей помочь. Короче, я и свой чемодан хотела взять, и ее. Ой, друзья, это, короче, было нелегко. Но ничего, конечно, мы справились, все хорошо, и очень долго ждали. И ждали, кстати, не на польской границе, а больше на украинской. На нашей мы стояли дольше, то есть, наверное, там больше проверяли
Или что, я не понимаю. Ну, там мы стояли гораздо дольше, часа, наверное, 3, а то и больше. Даже я сбилась со счета. Или я перенервничала, или что, я вообще не могла спать. Я буквально, я не знаю, может, час назад только заснула. А обычно я, друзья, просто садилась в автобус, и все, я спала просто как маленький ребенок. Мне ничего не мешало. Ладно, все, нажаловалась вам. В общем, у нас где-то... Даже не знаю, какой город, потому что по Польше тут тоже Wi-Fi нет. У нас где-то остановочка. Нам разрешили выйти, подышать и купить кому что надо, потому что я так, как я услышала, в Германии остановок не будет. Я не знаю, такое может быть или нет. Но я вам дальше все расскажу. Тут, в принципе, тоже такая же обстановочка, кофемашины. И, по сути, даже точно те же, что и у нас в Украине стояли на заправках. Да, я тоже обратила внимание. И разные там можно купить там покупки, перекусы, вода, еда. И, в принципе, все. Так что, дорогой мой любимый, единственный, я тебе благодарна от всей души, что все наши поездки, которые были совершены вместе, мне так приятно с тобой проходили. Для меня так приятно с тобой проходили. Потому что без тебя, конечно же, намного тяжелее ехать, намного тяжелее быть в дороге. Поэтому я не выспалась, я без настроения, мне тебя очень-очень не хватает. Я хочу об этом не думать, но я даже в автобусе не могла заснуть. Я представляю, что будет в такой жизни. Давай приезжай уже ко мне, получай уже эту визу. Я тебя жду очень. В магазине, друзья, как вы поняли, я ничего не покупала и не покупаю, у меня все есть. Мне мама дала еды столько, что это просто невероятно. Когда я ее съем, непонятно. Но тут суть не в том, просто я хочу походить. Естественно, все тело текло, у меня спина болит, все болит. Я не могу уже ни сидеть, ни лежать и стоять. Мне даже не помогает, а на улице холодно. Если честно, мороз здесь такой конкретный. Но я не могу вам сказать температуру, так как ее сама не вижу. У меня нет интернета, и я не хочу заходить в роуминг, он мне, в принципе, не нужен. Что у меня прогулка по магазине. Все, дорогие друзья, мы уже в Германии, все хорошо. Я уже немножечко поспала, настроение поменялось. Ну, как видите, день, красота, снежочек тут выпал. Насколько я знаю, снега у них не было. Так что сейчас местные радуются, что у них снег. Какая-то остановочка, тут просто много машин. Такой расписной туалет с ветряками, такими этими воздушными штучками. Забыла опять, как называется. Когда-то, кстати, когда мы ездили по Франции, мы вот такие ветряки эти увидели. И даже гуглили мы. Если хотите, посмотрите это видео. Мы читали с Акопчиком, что это такое и для чего оно вообще есть. Для чего, по-моему, он помнил, знал. Но что это? Ой, такой красивый, такой роспись. Вы это видите? Вот такие вот дела. Дорогие мои, я на месте. Даже вижу уже свою любимушку. Привет. Знакомьтесь, это Мариночка. Ближайшее видео она будет со мной. Это моя помощница очень большая. Все, всем спасибо огромное, кто был с нами, кто переживал, кто поддерживал. Ставим лайки, комментируем, подписываемся. Пока-пока.